Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на март 2024 года. Понимаю, что, так сказать, уже в последний вагон, сегодня 1 марта, но у меня текущая загруженность связана с моим обучением, поэтому стараюсь максимально, насколько это возможно, когда есть свободная минутка, записывать вам видео. Не будем, так сказать, тянуть кота за хвост, сразу приступаем. Подумайте о том, что вы себе запланировали на этот месяц, на этот период. А мы с вами проанализируем, как будет складываться ситуация. Карта просится сама, поэтому я ее выложу и озвучу в контексте тех арканов, которые у вас выпадут на месяц. Итак, основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, сейчас мы вам все пододвинем, чтобы вам было хорошо видно, и приступим. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится двойка чаш. Прекрасный аркан, потрясающая карта, которая говорит и о любви, о партнерстве, о взаимодействии, о шикарной кооперации. То есть двойка чаш, она не всегда у вас звучит именно в контексте личной жизни. Это может быть и связи социальные, деловые, дружеские. Но в любом случае двойка чаш — это союз, кооперация, которая несет вам радость, комфорт, получение результата. То есть может быть совместный какой-то проект. И вот семерка жезлов, которая выпала как фоновая, это, знаете, как добиться с кем-то взаимодействия, союза, партнерства, отношений, какого-то совместного договора, то есть цели, задачи. То есть у вас это получится, если вы стремились или того хотели. Ну, у большинства, конечно же, это все-таки проиграется в аспекте личных отношений, так как дно колоды у вас здесь ложится туз чаш. Поэтому кто хотел, стремился, дерзайте, все будет получаться. Тем более здесь ложится паж чаш, весна в душе, любовь, зона комфорта. И Вселенная, безусловно, вам это преподнесет. Работа. По четверке жезлов. Стабильность. Стабильность, все ровно, все хорошо. Более того, по четверке жезлов у кого-то это может быть работа на дому, у кого-то работа просто удаленного плана, если у вас там договор с предприятием, работа в сфере недвижимости, а у кого-то организация собственного дела. Смотрим и анализируем, как отозвется данный аркан. Для тех, кто сейчас не работает и работать не может. Четверка жезлов и девятка монет. Это самодостаточность, это зона комфорта, это действительно работа или бизнес на дому. Почему? Потому что одну колоду у вас здесь ложится паж монет. То есть знания, которые вы монетизируете. Более того, вы можете кого-то обучать, дистанционно или очно, не имеет значения. И за счет этого иметь хороший доход. Плюс мамочки здесь, безусловно, могут получать какие-то выплаты, связанные с детками. Итак, для тех, кто у нас соискатель, четверка жезлов и четверка мечей. Вы знаете, здесь может быть период, когда по ряду причин, даже если вы ищете работу, то даже не то, что не будет вариантов, вы можете не захотеть. Что-то здесь кардинальным образом может измениться, потому что четверка жезлов, четверка мечей — это как заморозить или ожидать вызова. Вот такая ситуация, как будто уже есть вакансия, но вы только ждете подготовки документов или решения какого-то глобального вопроса. Но здесь вы спокойны абсолютно по этому поводу. Здесь не истерите, не нервничаете и не ищете эту реализацию. Поэтому у большинства это уже, знаете, фактически будет как решенный вопрос, просто ожидать подписания документов. Если вы у нас наемный сотрудник, четверка жезлов и восьмерка мечей. Так, но здесь как ограничение. Может быть действительно удаленка, работа на дому и еще... Это ситуация, когда вам могут поставить какие-то сжатые сроки выполнения задач. То есть здесь нет каких-то кардинальных или знаковых перемен. Здесь единственное, о чем говорят и на что указывают карты, это могут быть ситуации, когда вам нужно будет в какие-то конкретные указанные даты сдать проект, сдать свою работу. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, то здесь у нас четверка жезлов и пятерка монет. О чем она говорит? Во-первых, это может быть ситуация, что в рамках этого периода и месяца вы можете просто не работать, допустим, быть в отпуске, посвятить внимание своим близким и так далее. Но еще, что здесь? Отойти от дел и кому-то делегировать свои задачи, полномочия. Или, допустим, вы уже устали, кому-то из своих близких передаете этот бизнес, а сами можете активно вливаться в совершенно иной.
И еще четверка жезлов и пятерка монет в данной связке могут указывать на ситуацию, что вы будете делать акцент на пассивный источник дохода. Допустим, приобрести недвижимость, неважно, там жилую или коммерческую, ее сдавать, ну и как следствие иметь от этого заработок. Что касается финансовой стороны вопроса. Повешенный. Смотрите, но здесь не застой. Я понимаю, что колода несколько темноватая, вам может быть плохо видно, но повешенный здесь левитирует. Левитирует, то есть как летает на книге. То есть здесь как переоценка системы ценностей, изменение способа мышления вашего сознания. Вот у вас это очень созвучно со Скорпионом. И, знаете, как новый подход к заработку, к деньгам, к реализации, потому что сам по себе повешенный, вот я раскрываю, здесь снова ложится туз чаш, это как выйти на новый уровень дохода, но за счет изменения способа мышления и вашего мировоззрения. Еще карта повешенный может сама по себе говорить о вопросах экономии. Почему? Потому что повешенный это во что-то вложиться в долгосрок, то есть брать рассрочку, ипотечное кредитование, то есть когда длительный период вы по ряду причин должны будете, как ужиматься с целью быстрее что-то выплатить или погасить. Далее, вопросы здоровья. У нас здесь ложится восьмерка жезлов. На самом деле прекрасный аркан, энергия, которая растет, мотивация, хорошее эмоциональное, физическое состояние. Но есть одно но. Восьмерка жезлов очень часто у нас показывает риск гипертонического криза, кто к этому склонен и подвержен, и вопросы резко возросшей температуры. Поэтому старайтесь себя беречь, не простуждаться, не переохлаждаться, и если вы действительно подвержены гипертонии, то проводить профилактические меры, чтобы этого избежать. Вопросы личной жизни. Девятка чаш. Прекрасный аркан, прекрасная ситуация, потому что здесь, как мы видим, это карта любви. Карта, знаете, как наполненности эмоциями, наполненности радостью. И более того, обратите внимание на эти стаканчики, да? То есть каждая чаша вам будет нести, так сказать, свою толику тех эмоций, того счастья, которое вы можете испытать. Посмотрим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Что будет здесь? Здесь девятка чаши императрица показывают вам на повестке дня обретение партнера или партнерши для создания семьи. Потому что по императрице это быть в союзе. Открываю колоду, здесь ложится аркан колесница. Для кого-то может быть знакомство в поездке, в дороге, на курорте или через интернет. Но тем не менее это, знаете, как вовлеченность, любовь, эмоция. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, девятка чаш и семерка чаш. Это влечение, это исполнение желания, это ситуация, когда вы можете быть зациклены на человеке. Почему? Потому что даже дно колоды у вас здесь ложится четверка монет. Попытки удержать. То есть такая позиция «моя прелесть». Единственное, от чего я вас предостерегаю, не пытайтесь здесь сделать какие-либо привязки, привороты, потому что на самом деле от этого можете впоследствии страдать сами. И для тех, кто у нас в стабильных союзах, что у вас здесь? А здесь на повестке дня королева монет. Это стабильность, это обретение для кого-то нового социального статуса, но в основном для тех, кто там не женат, не замужем, или статус родительства, потому что императрица также является сигнификатором зачатия, деторождения. Поэтому у вас здесь жизнь полная чаша, и все в порядке, зона комфорта. Совет и рекомендация по девятке жезлов. Но здесь больше акцент на вопросы иммунитета, сохранения состояния здоровья и своей внутренней энергозащиты. Поэтому здесь концентрируйтесь больше на этих моментах. Ну и вообще девятка жезлов – это ситуация, когда вы понимаете, что как бы ни было тяжело и сложно, нужно идти к большему, достигать большего. Потому что девятка жезлов все равно, знаете, как по классике, как мы помним, там перевязана голова у воина, а здесь, как мы видим, ворон у нас сидит, не знаю, насколько вам хорошо видно, на статуе, и здесь он ждет, выжидает смена циклов, то есть фаз Луны и, как следствие, перемен в жизни. То есть у вас ситуация аналогична. Не ждите дня завтрашнего, начинайте, так сказать, уже сегодня что-то менять в своей жизни, улучшать свою жизнь, ее качество, ну и менять свое мировоззрение. А мы с вами смотрим на неожиданность периода. Что у вас здесь? Так, змея, медведь и ящик Пандоры. Дно колоды у вас здесь ложится карта письмо. Интересная связка карт.
А именно, если будем смотреть и анализировать, здесь нужно быть осторожными и внимательными в рамках этого периода со своим окружением. Почему речь идет именно об этом? Потому что ящик Пандоры – это какое-то сокрытое предложение, но которое может идти со злым умыслом. Объясню. Потому что вообще эта триада, она говорит или указывает на сильных опасных конкурентов, на сложные взаимодействия с руководством, но не именно с вышестоящим, но скажу так, руководство среднего звена. Это, в принципе, взаимодействие с какой-то властной, авторитарной женщиной. Поэтому, то есть, грубо говоря, этот человек может быть, знаете, как оппонент, стратег. Нельзя сказать, что это прям злейший враг, но человек, которому вы в чем-то как кость в горле. Поэтому, пожалуйста, очень аккуратно. И еще в положительном ключе. Это могут быть только положительные новости, известия, подарки, дар от мамы или от бабушки, если смотреть. Для девушек и женщин, в особенности девочки, пожалуйста, будьте внимательны в период 8 марта. Я никого не пытаюсь там настроить на негатив, пугать и так далее. Но если вы вступаете в новые отношения, если вы не уверены в партнере, уж простите, что я это озвучиваю, но здесь за каким-то, так сказать, предлогом, видите, человек, который скрывает свое лицо, истинные намерения. Вот эта связка карт, она очень часто может указывать на вопросы изнасилования. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на какие-то льстивые обещания, подарки. Если человека вы не знаете, если вы в нем сомневаетесь, то, так сказать, не стремитесь с ним сближаться, выстраивать отношения, потому что здесь, к сожалению, это может пагубно обернуться. Причем, если мы посмотрим, видите, здесь на арене. То есть это может еще быть, так сказать, групповое изнасилование. Кто сомневается, пожалуйста, Google в помощь или общайтесь с практиками, у кого есть такие наработки. Но предупрежден, значит вооружен. Моя задача вам сказать, а там, конечно, каждый себе берет на заметку и, безусловно, пытается сам себя от чего-то предостеречь. Я надеюсь, что информация вам будет в плюс. Не хочу заканчивать с вами на такой ноте, хочу заканчивать с вами на позитиве. В любом случае, я, конечно же, для вас это все перезакрою. Тем более, смотрите, открываем здесь карту, она ложится окно, то есть знание сила, когда вот вы через, так сказать, фактически окно, назовем замочной скважиной по-разному, но вы видите перспективу развития той либо иной ситуации. Поэтому кто владеет информацией, тот владеет миром. Мои хорошие, я вам закрою так, чтобы действительно месяц прошел для вас идеально, чтобы действительно в вашей жизни присутствовали только благо, чтобы вы были полны счастья, любви. И пусть действительно ангел-хранитель вас оберегает, и все складывается так, как вы того себе пожелаете. Я вам искренне всей души этого желаю. Берегите себя, прекрасного вам месяца и до новых встреч.